Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. It simply has to do with the belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Поехали! Поехали, все. Можно. Че, могу приветствовать всех, да? Надеюсь, у нас все идет по плану. Вы меня видите и слышите. У меня уже здесь под час ночи. Вот. Че, могу сказать, что я всех вас приветствую. Собрались сегодня, знаете, по какому поводу? По очень прекрасному поводу. Запуск у нас комьюнити раунда. Такой есть протокол Эйва. Вот, комьюнити раунд запускаем для держателей токена MDAO на платформе на нашей прекрасной MDAO Maker. Надеюсь, меня еще и слышно прекрасно. Вот, и ничего у нас не отвалилось. Вот, сейчас идет этап подписки, если кто не знает, который продлится до субботы. Вот, так что не забываем приходить в бот, вот, и жамкать там кнопочку на подписку.
Вот, есть прекрасный сайт MDAO Maker, и есть прекрасный бот у нас в Телеграме MDAO Wallet. Вот, приходите туда. Ну а сегодня, что у нас? Сегодня в гостях Лео, это бизнес-девелопер замечательного проекта как раз-таки Эйва, это протокол. И сегодня мы будем по полной программе мучить Лео. Но не такими заумными какими-то вопросиками, потому что заумных вопросиков у нас я скинул в Телеграм-канал в свой, в том числе. Там была АМА-сессия, и, в принципе, Борис там по полочкам все рассказал. То есть там это все и пусть и останется. Вот, там полно интересной информации. Сегодня мы будем такой больше человеческий эфир на расслабоне, как говорится. Если был Джиган, сказал бы еще, что на чиле. Вот. Будем такими душевными больше вопросами мучить Лео. Лео, привет. Спасибо, что нашел время, пришел. Тебя не слышно. Микрофон включен. Нормально? Вот, слышно. Супер. Влад, привет, Влад. Спасибо, что позвали. Рад присоединиться к диалогу. Мы рады такому проекту, как Эйва. Я вообще считаю, что будущее за такими проектами, которые приближают масс adoption и не заставляют пользователей разбираться во всех тонкостях, вот, я даже слов не могу подобрать, короче. Слишком много блокчейнов. Да, многогранность. И я считаю, что вот эта вся катавасия, она должна оставаться под капотом, а пользователь не должен ощущать вот эту всю проблему, которая есть на рынке в связи с разными сетями. Да, абсолютно. Ты достаточно хорошо описал. Да. Это на самом деле одна из причин, почему я присоединился к команде в прошлом году, потому что я прям вдохновился идеей, да, и направлением. Не, ну это стопудово тренд. Вот я говорил, что все, что связано с кросс-чейн, будь то какая-то сейчас свапалка появится, мосты, это все будет работать, потому что это все должно улучшить уровень жизни для людей, которые в крипте. Вот, ну ладно, поехали. Давай, Лео, расскажи нам о проекте Эйва. Что, во-первых, отличает Эйва? Некоторые думают, что это что-то с аватаром связано. Вот. Да, конечно. Ну, вообще, изначально действительно есть некая отсылка к аватару. В аватаре Эйва это такая коллективная энергия, которая связывает все живое. И мы подумали, что это хорошая отсылка, потому что мы хотим по факту связать блокчейн-сети и стать таким связующим звеном, чтобы все сети находились вместе друг с другом, как будто они в одной большой сети. То есть это примерно такое значение несет. Но если говорить про проект, то по факту более техническим, наверное, это Cross-Chain Data Liquidity Protocol. Если говорить простым языком, то по факту мы позволяем передавать любые данные между разными сетями, включая ликвидность, и решаем ряд проблем на рынке. Но к основной конечной задачей, конечно, является то, что ты озвучил, это создание такого сквозного пространства, где пользователи не задумываются о том, какой они сети. То есть мы по факту решаем несколько проблем. Сейчас, во-первых, ликвидность фрагментирована, то есть все multi-chain проекты, то есть каждый проект, который хочет ту или иную сеть подключить, он должен создавать отдельные приложения в разных сетях, должен поддерживать разные пулы, и это все усложняет процесс, включая как волатильность токена, да, увеличивает. Помимо этого, кросс-чейн транзакции достаточно сложные сейчас и небезопасные. И как таковых нет, на самом деле, стандартов для разработчиков, которые создают Web3 приложения, чтобы давать доступ ко всем блокчейнам в одном месте. Да? То есть сейчас все это разрознено очень. И мы по факту решаем все эти проблемы с созданием нашего протокола, который по факту разделен на несколько частей. Первое – это Liquidity протокол, где будет один Liquidity Hub, где по факту проект подключается к одному месту, ну, к одному, грубо говоря, к одной точке, да, и получает ликвидность от всех сетей. Это достаточно крутая штука. Если говорить, наверное, о каком-то конкретном кейсе, к примеру, игровой проект, который на BSC подключается к нам, и пользователи могут покупать токен его игровой, находясь из любой сети, да.
То есть, ну и помимо этого, любой проект по факту может стать кросс-чейн, не замыкаясь на одной сети. Ну и помимо этого у нас также дата-часть, дата-протокол, где по факту разработчики могут использовать наши инструментарий, как подключаться к API и передавать данные из одного смарт-контракта в одной сети в смарт-контракт в другой сети. Если я что-то непонятно объяснил, можешь... Круто. Ну, ты очень круто рассказал. На самом деле я давно думал, когда еще только начали появляться, на самом деле, большое количество блокчейнов. Я изначально, то есть когда они начали появляться, я сразу подумал, что какая-то фигня творится, потому что, получается, токен в одной сети, то есть там у него отдельный контракт появляется, соответственно, эмиссия каким-то образом размывается ликвидность, потому что в одной сети ты одну ликвидность должен держать, в другой другую. А для пользователя это вообще, ну, то есть петрушка конкретная. Это только там MetaMask свой, грубо говоря, настроил на работу с одной сетью, тут тебе предлагается другая. А если это какая-нибудь история не с ЭВМ, а, например, с асинхронным каким-нибудь блокчейном типа Solana, то тогда вообще там мозг поплывет у человека, и все это не способствует вообще развитию. Ну, то есть изначально было понятно, что на рынке когда-нибудь появится какая-то такая вещь, потому что я вообще считаю, что все сложности блокчейна должны оставаться под капотом, они не должны вываливаться на пользователя. Ну, то есть если ты гик, тебе хочется в этом разобраться, иди разберись. А для обычного пользователя я вообще считаю, что это все не нужно просто. Да, я согласен. То есть, да, поэтому все проекты, которые это упрощение делают, это явный тренд. Ну, то есть кросс-чейн история – это явный тренд, как бы ее отрицать не надо. Там по поводу нее Виталик Бутерин высказывался неоднозначно, но это понятно, почему он высказывается, потому что это эфир, он сейчас главенствует, да, над всей этой, даже несмотря на на дорогую стоимость газа там внутри, Ну, да, все равно ТВЛ. Да, да. Должна размазаться. Да, но я еще одну вещь, наверное, упустил в своем представлении проекта. Это то, что мы также делаем большой упор на полную децентрализацию. То есть уже на старте, на выходе проекта и лонча мы будем допускать 300 нод потенциал. У нас так называемый Infinity Scalable, то есть это может быть неограниченное количество нод, от 1000 нод и выше. Это все как раз для более безопасной среды, потому что текущие решения, которые пытались текущую проблему решить, они у многих проблемы именно возникали из-за маленького количества нод. Я думаю, что я могу потом отдельно материалы отправить, такие более технические, кому интересно, где будет сравнение именно технологического. Ну, возможно, Борис уже отвечал на эти вопросы вам, вас. У нас не было с Борей Амы, но у него была отдельная, я вот скидывал ее в канал, там он реально все рассказал. Да. Борис достаточно глубоко в этом ушел, поэтому да. Да, он молодец, конечно, в этом плане. Мы после этого эфира скинем ссылочку на канал, на чатик на ваш, и там уже люди, которым будет интересно, они придут там и задают вопросы. Вот, но простым языком, вот если так для пользователей подвести, кто там первый раз вот сейчас смотрит всю эту нашу историю. В общем, ребята создают протокол, благодаря которому можно будет менять активы один на другой, и вообще можно забить на сеть, то есть не обращать внимания на это. А проектам удобно приходить сразу во все сети, запускаясь, например, только на одной. Это удобно. Сейчас для того, чтобы проекту масштабироваться на все сети, ты должен кучу контрактов поделать в разных сетях, кучу ликвидности перезалить в разные сети. В общем, это все откровенно неудобно. И не нужно, я считаю. Вот. И поэтому появляется тот же самый, если Степан возьмем, вот просто людям, наверное, близко, кто сейчас смотрит здесь. Поэтому у Степана там такая петрушка с этими токенами ГСТ. Он и в Solana есть, и в БСК, и в эфире. Все это отдельные токены, и с разницей в стоимости, и пошло-поехало. Короче, это все прошлый век. Вот. Сейчас век начинается кросс-чейн совместимости. И можно допускать один токен сразу во всех сетях, и у тебя все будет секьюрно, безопасно. И твоя ликвидность будет распространяться из одного места на все сети. Вот что делает этот протокол и что делают ребята. Да, примерно. Окей, погнали тогда.
Какие основные цели у вас проекта вообще? Вот сейчас перед собой вот вы ставите на ближайший там не знаю, спринт, давай там, не знаю, сколько, 3 месяца. И вообще в целом на будущее, то есть что, куда смотрите, расскажи. Да, конечно. Ну, то есть у нас сейчас, я, наверное, маленькую отсылку назад сделаю. То, что сейчас уже есть, да, мы, во-первых, с прошлого года сделали большой упор на рост комьюнити, и мы приглашали людей принять участие в альфа-тестировании, где в тестнетах они могли уже пользователи различные действия провернуть, как бриджинг ассетов между сетей и так далее. И в этом тестировании уже 150 тысяч человек приняло с того момента. И сейчас мы доделаем все для запуска в бета, в mainnet. То есть это все до конца года, квартал 3-4 доделывается. Будет в 8 сетях. Это Эфир, Аврора, Полигон, BNB, Arbitrum, Phantom, Avalanche и Kronos. Дальше мы будем подключать еще не EVM-совместимые сети, как Solana и другие. И если долгосрочно говорить, 2023 год мы также хотим сфокусироваться на кросс-чейн NFT решениях. Это немножко другая область, но, на мой взгляд, также большим потенциалом обладает. Интересно. На самом деле, вот вы... понятно, что сложно вот асинхронные всякие штуки неIVM-ные подключать. Но вообще поинт основной там. То есть вы же понимаете это, да, что рынок очень сильно это хочет, потому что это сложно для людей, то есть переключиться с одной истории, к которой они привыкли, на другую. Да, это тоже верно, но мы решили в условиях рынка сфокусироваться на блокчейнах с CVL максимальным. То есть больше как бы спустить. Просто больше, да, и больше. DVL больше, если взять по ним. Да. Понятно, с точки зрения бизнеса все правильно, да. Но в плане технического, то есть мы в тестнетах Solana также проинтегрировали, то есть у нас это не то, что какой-то долгосрочный план, мы также с командой Solana в контактах, то есть просто у нас есть определенный roadmap, мы по нему двигаемся, и нам нужно запуститься в mainnet, да, с тем набором сетей, которые решили, да. Потенциально это и будет ряд не EVM сетей, да. Если Solana уже ковыряете, наверное, кайфуете там, да? Ну да, там на самом деле Solana немного сложность в плане того, что тестнет среда для разработчиков отличается от mainnet среды, и поэтому многие разработчики жалуются, что это не супер удобно. Вообще неудобно. То есть вообще неудобно. Как ребенок, что касается Solana. Да. Немножко подвисает у меня или... Это уже так. Пошли Марсдаус. Повтори, пожалуйста, вопрос. Немного рвется связь. Я не знаю, это у меня или у тебя? Не, у меня вроде нормально, у тебя вот красненьким горит, я вижу в зуме. Сейчас отлично. Ага, ничего страшного, я повторю. Вот, мы сейчас запартнерились, просто свою обратную связь. Вот. Что дает партнерство Марсдаус и Эйвей вам? Во-первых, я бы хотел, наверное, отсылку сделать в своей фразе про то, что мы делали упор на рост комьюнити. Для нас комьюнити самое главное. Мы видим, что у вас сильное комьюнити. И на наш взгляд, наше сотрудничество, оно поможет друг для друга в развитии наших сообществ, в получении для нас потенциальных пользователей, так как мы также свой кросс-чейн DEX будем запускать. То есть нам очень важно, чтобы больше и больше людей узнавали о кросс-чейне и потенциально пользовались нашими продуктами, экосистемными и так далее. И помимо этого, мы надеемся, что у вас также будут другие DeFi-проекты, с которыми вы будете проводить коллаборации, где вы, возможно, могли бы также Эйву представлять для того, чтобы мы развивали количество интеграций. Все верно, да. Но мы, в свою очередь, преследуем миссию, которая называется Mass Adoption. Чем больше таких инструментов, тем будет лучше. Вот, поэтому здесь вообще полный плюс. Окей. То есть вам от нас сейчас, на самом деле, нужна поддержка сообщества, чтобы они к вам пришли, потыкали, посмотрели, да? Да, абсолютно точно, да. Окей. Это вот так ко всем, кто нас смотрит, просто что нужно проекту. Нужно идти разбираться, помогать, потому что это тренд явный. Я это везде повторяю, там, на каких-либо конференциях или там
где-то в профильных каких-то инвесторских сообществах я говорю, что вот кросс-чейн, совместимость – это тренд. Вот, все проекты, которые в этом русле будут появляться, на них надо обязательно смотреть, потому что это масс adoption, это то как раз та фиговина, которой не хватает рынку, поэтому это точно будет лететь. Окей. Ладно. Лео, а вот вы там пишете, что экосистема Эйва, и ты уже там вот сейчас проговорился про DEX, да, который будет потом на протоколе на вашем сделан. А что еще будет включать экосистема Эйва? Ну да, я уже, наверное, затронул то, что, так скажем, внутренняя экосистема будет включать в себя протокол передачи данных, Liquidity протокол, DEX, кросс-чейн. Это первые вещи, которые будут. А дальше наша задача развивать внешнюю экосистему за счет интеграции с текущими игроками, и игровыми проектами, лендинг-протоколами, существующими дексами. То есть наша задача не создавать решение с нуля, а интегрировать наш кросс-чейн протокол и также мотивировать разработчиков, чтобы они могли свои кросс-чейн приложения создавать. Да? То есть, наверное, я бы разделял просто, да, как внутреннюю экосистему, это дата-протокол, liquidity протокол и DEX, и внешнюю это всяческие интеграции с L1, L2 сетями, то есть для того, чтобы нас продвигали также в существующих блокчейн сетях, да, и солюшенах. Ну и, наверное, это в двух словах, да. Окей. А какие продукты приоритетные получаются? Ну, мы большой упор делаем на liquidity протокол, потому что мы считаем, что как раз-таки один liquidity pool и доступ к одной ликвидности из одной точки – это то, что не хватает рынку. Дата-протокол, понятно, что это связующая штука с liquidity протоколом. DEX – это такой прикладной кейс, который у нас будет запущен на базе нашего liquidity протокола. То есть это приоритетные вещи. Окей. А на какой стадии вот вы сейчас находитесь? Расскажи, пожалуйста, вот, поподробнее, что вы там сделали. White paper написали уже? Да, у нас есть white paper, можно на сайте все посмотреть. Там некоторые апдейты технические будут. Я должен, наверное... Это прикол, Лео, извини, это прикол из 2017 года. Там просто время ICO было, и там считалось, типа, проект сделан, это когда у тебя white paper написан. Ну, в общем, из того, что сделано, мы протестировали в ряде сетей решения в тестнетах. Я, наверное, также бы отметил, что у нас не просто мы так сами по себе движемся, у нас также хорошая поддержка идет от существующих блокчейн компаний, и мы получили ряд грантов, и в том числе от NIR, Algorand, Aurora, Boba Network, Harmony и других сетей. Помимо этого у нас сейчас планируется анонс большого, мы уже подписали на самом деле MOU с Авророй, и в сентябре будет большой ивент в Португалии на NIRCon, и мы там планируем анонс совместный делать с Авророй, и, в общем, достаточно плотно движемся в сторону коллаборации с ними. Ну, я бы, наверное, так сказал, то, что основное то, что мы сделали, это протестировали наш AvaDex уже в ряде альфа, на тестнетах, да, и мы движемся к тому, чтобы совсем скоро уже все лончить в mainnet, да, в тех сетях, которые я перечислил. Ну и какие примерно вот сроки по запуску майнетов? Ну, это чтобы конкретно, наверное, не озвучивать сроки, то есть мы будем это анонсировать, но Q3, Q4, то есть до конца года это будет запущено уже в mainnet. Но чтобы быть актуальным, как бы в курсе актуальных новостей, лучше, да, подписаться на наш канал, и мы постоянно апдейтим наш прогресс. Окей. Лео, а ты на английском думаешь или на русском?
Да, наверное, я на английском, да. Сори, что я немножко не не переключаюсь. страшно, я это прям чувствую. Ты, короче, у тебя мозг уже полностью функционирует на английском языке, и ты сейчас подбираешь слова из базы данных. Это Да, заметно. на самом деле я, да, 90%, наверное, общаюсь на английском. Поэтому. Понятно, да. Ты в основном вот как раз ведешь, да, всем взаимодействие На с самом деле, блокчейном. часть команды, у нас еще приценился очень классный игрок в нашу команду, Фарадж, CPO наш, он в Дубае проживает. Раджи, я знаю, у него сообщество хорошее, тоже криптовое в Очень Дубае. хороший. У него сообщество, там 700 экзекутив топов и фонда, и блокчейн, различные проекты. В общем, Там я рад, чатик. что он... Да, чатик такой большой. Ну, в общем, Фараш классный парень, и он подключился, он, ну, мы вместе в команде двигаем как business development. Сейчас Да, Фарад классный. Он из Гарвард, по-моему, тоже закончил, да, Фарад? Да, Гарвард, такой умный парень. Круто, круто. Окей. Слушай, вот Эйва, это вообще технически сложная история. Ну, это понятно, потому что я там ковырял, грубо говоря, эти мосты. И, соответственно, пользователям им вообще все, у них сейчас в голове там вообще бардак. Тем более у нас люди такие, которые, ну, разные совершенно. Кто-то Да. понимает, не понимает, но кошелек-то есть у всех. Вот чем хорошо. С чего начать изучение новичкам? Что сделать? Вот скажи сейчас прям. Что поделать. Самое простое, наверное, что я посоветую, это зайти на сайт наш, дальше кликнуть на Docs и перейти в Docs Ava FI, где мы создали такой глоссарий, и, ну, разделили все по категориям, чтобы пользователи могли зайти, люди зайти, ну и мы все, и посмотреть, что из себя проект представляет, как это все работает. То есть мы достаточно большой упор делаем на документацию. Ну, понятно, что не все, наверное, любят читать, но это, наверное, то, что бы я посоветовал. Из более такого простого можно зайти в наше комьюнити и задавать любые вопросы. У нас комьюнити на многих языках поддерживается, ну и русскоязычное большое достаточно комьюнити также. Слушай, я вот там глубоко не погружался, но знаю, у вас есть там Эйва, NFT. На какой-то стадии вообще сейчас? Да, я в двух словах расскажу. То есть те люди, которые проходили у нас альфа-тестирование, 150 тысяч человек, они выполняли различные задания. Мы, по факту, 53 тысячи человек выполнило все задания, и эти все люди получат наш, ну, дроп NFT нашего, который потенциально можно будет обменивать на определенные токены. То есть каждый NFT будет определенной рарности, разное количество токенов содержать. И мы будем делать NFT дроп на Авроре, мы уже решили это, и 15 августа начинается дроп, он будет продолжаться месяц один до 15 сентября идти. Минт мы будем на нашем, ну, на официальном сайте делать, а дроп у нас будет на Endemic, это NFT Marketplace на Авроре построенный. Это, наверное, в двух словах. Круто. А на какой стадии у вас сейчас вот раунд для валидаторов? Я видел, там он есть у вас. Да, ну тут я, наверное, отправлю в наше комьюнити, то есть те, кто хочет узнать условия и запрос. Давай тему раскроем, что за валидатор, что делают, зачем нужны, как стать, зачем надо. Знаешь, я просто тему валидаторства, наверное, сейчас бы не стал затрагивать, если можно этот вопрос передвинуть, да, дальше. Потому что это просто занимаются люди, которые прямо в комьюнити обрабатывают заявки на валидаторов. Я немножко это отдельно от этого. Ладно, от себя тогда накину, в общем, поверхностно, чтобы людям мозг не грузить. Как работает вообще система бриджей? То есть для того, чтобы актив перешел в другую сеть, валидатор должен за это проголосовать. То есть подтвердить, что этот актив там размещен, грубо говоря, в хранилище, и в другой сети, вот он тормознул, соответственно, идет эмиссия в другой сети. И валидатор должен ответить за это, за свои слова. Вот. Другие валидаторы это все проверить. Валидаторы, они материально ответственные, так они голосуют, я так понимаю, стейком там. Я не знаю просто, как у вас это сделано, но обычно валидаторы это все материально ответственные люди. Да, 100% так и есть. Вот можно сказать,
одним из валидаторов, который будет как раз внутри системы контролировать весь этот процесс. За то, что ты являешься валидатором внутри протокола Эйва, тебе за это начисляется вознаграждение, наверное, от какой-то комиссии вот по этим токенам. В общем, для тех, кто любит вот всякого рода такие истории, как там ноду какую-нибудь поднять, там завалидировать что-нибудь, за это получать вознаграждение, вот вам сюда. Вот надо идти в сообщество Эйва и узнавать историю про валидаторов. Вам будет интересно. Ну, спасибо, что ответил за меня на вопрос. Ну, я максимально просто. То есть там люди сами разберутся, я думаю, уже дальше. Окей. Что еще? Вот валидаторство, окей, можно там тоже там зарабатывать на этом валидаторстве, то, что ты участвуешь, по сути, в работе протокола. Что еще? Да. Какие инструменты есть для заработка людей внутри, какие инструменты внутри проекта? Да, основное будет в нашем кросс-чейн дексе, то есть это стейкинг, фарминг, реворды. Помимо этого, также мы двигаем такую историю, как social mining, то есть у нас достаточно много партнерств с компаниями, где мы даем доступ к токенам и NFT наших партнеров. То есть если подписываться на наши каналы, можно увидеть, что мы достаточно много делаем, коллабы различные. Но это как бы немножко другая плоскость, да, но также возможность получить и токены, и NFT интересных проектов, игровых, DeFi различных и так далее. Как вы относитесь к медвежьему рынку, то, что вы сейчас там, по сути, выплевываетесь в его сердце? Переживаете по этому поводу или вообще пофиг? Ну, на самом деле, наверное, меньше переживаем, чем, возможно, какие-то другие категории проектов. То есть инфраструктурные проекты, они продолжают развиваться, особенно кросс-чейн. Мы делаем упор на партнерство с L1 сетями, с L2 сетями. У нас поэтому мы, наверное, так двинулись в коллаборацию с Авророй, с Ниром, чтобы плотнее быть внутри экосистемы. Также мы ожидаем больше Tier 1 фондов, которые войдут в раунд, проинвестируют, потому что Tier 1 фонды продолжают инвестировать, особенно в инфраструктурные проекты. Особенно в кросс-чейн. Ты видел, там сейчас несколько больших раундов было в децентрализованные кросс-чейн биржи. То есть прям большие раунды. Да, это тоже интересно. И можно посмотреть, даже сейчас есть статистика по тому, в какие проекты продолжают вкладываться в инфраструктурные проекты. Ну, interoperability, как бы, и тема, которую мы решаем, она остается нерешенной, и понятно, что это большущий потенциал, да, поэтому очевидно, что те большие фонды и также большие сети, и экосистемы, они будут продолжать развиваться, то есть это не может независимо от условий рынка. Окей. Что, радовать сообщество планируете? Какие-нибудь дропы, мероприятия? Что-то такое у вас есть там придумано для людей? Ну, да. Я тут сразу, опять же, отправлю на то, чтобы подписаться на наш канал. Ну, понятно. Action. Да, то есть у нас много активностей, хорошая маркетинг-команда, и интересные будут и дропы, и кросс-промо различные мероприятия. Ну, вы большие молодцы, я знаю, там я общаюсь с несколькими блокчейн-сетями, вот они там про вас, в частности, говорят, ну, там ребята, от которых вы как раз гранды получили. Вот. Много с кем взаимодействуете, это круто для кросс-чейн протокола. Это самый главный поинт, то есть ты должен, по сути, знать всех, все сети, все блокчейны, все команды разработчиков этих блокчейнов для того, чтобы с ними интегрироваться плотненько. Вот, ну а дальше что, дорога сильно идут, больше проектов, что было, и все будет супер. Окей, да, надо продолжать строить и развивать комьюнити. Это самое крутое время для стройки. Вот медвежий рынок – это всегда самое время, чтобы билдить, да? Да, мы разделяем. Да. Это есть ходл, производный. Да. Знаешь, да, есть еще этот, как он, билдл, или как, буидл. Да. В общем, мы ребята, которые просто продолжают строить, но при этом мы не оторваны как бы от реалий, решаем реальные какие-то проблемы рынка.
Реальные, нужные, инфраструктурные, это то, что всегда будет, ну, точно вот под новый цикл точно будет задействовано. Опять придут люди, у них опять будет взрываться голова от этого потока, они будут искать решения, вот, эти решения будут находить. Если раньше на рынке там были решения, ты там что-нибудь одно перебросил в другую сеть, то сейчас уже нужно дальше идти, нужно, чтобы ты одной транзакцией мог делать несколько свопов в разных сетях, там, чтобы ты мог стейкать в одной сети, а реварды получать в другой сети. Вот такие решения нужны для того, чтобы там прогрессировал рынок и фарминга, и всего остального. Поэтому то, что вы делаете, это must-have, ну, в любом случае, стопудовый. Так, Да. сейчас это, комментарий почитаю, сейчас зайду в этот в чат. В чат Марсдау, попробую какие-нибудь вопросы. Давайте 4-5 вопросов, ребята, если у вас есть какие-нибудь, пишите. Я сейчас прочитаю и задам. Лео, тебя не буду больше долго мучить, я вижу, что ты занят. Да у меня самого здесь уже, видишь, у меня уже, это, говорю, уже далеко ночь. У меня уже петухи даже поют вот за окном. Уже скоро просыпаться. Как ты справляешься в таком режиме? Нормально, я привык уже, ничего страшного. Здесь есть другие плюсы. Меня утром никто не дергает. Здесь разница во времени, можешь пожить. Давайте вопросы, если есть какие-то, задавайте. Так, ну нет, лучше я, наверное, сделаю по-другому. Я сделаю ход конем, я лучше сделаю ссылочку на ваше сообщество. Если кто-то захочет задать вопрос, он лучше придет в сообщество, и вы ему там уже ответите. Так будет, Да, наверное... да, так будет лучше. Можно более там прикольно. писать, когда угодно, да. Да. Вот, что от себя лично хочу поблагодарить вас за оказанное доверие, за то, что вы нам предоставили токены для комьюнити раунда, вот, для наших пользователей. Это не может не радовать, действительно, это хорошо, потому что MDAO Maker является одним из инструментов дефляционной модели для нашего токена, поэтому для нас это плюс. Мы всегда рады поделиться сообществом. Сообщество у нас очень довольно-таки, я считаю, хорошее, доброе, вот, отзывчивое, поэтому давайте дружить. Вот, что могу еще рассказать. Поздравляю с запуском. Напоминаю для всех пользователей, что до субботы идет процесс подписки. Подписывайтесь, получайте возможность выиграть аллокацию на комьюнити раунд. Эйва хороший проект, в котором стоит всем разобраться. Кросчейн – это тренд явный на рынке, стопроцентно явный. Если посмотрите там инвестиции институционалов, да возьмите даже Jump Crypto, есть такие ребята здоровые, вот тоже на рынке. Посмотрите, куда они инвестировали последние свои инвестиции. Это все были там децентрализованные кросчейн вещи. Поэтому Эйва делает явно трендовую штуку, рекомендую наблюдать. Вот. Тебе, Лео, огромное спасибо за эту небольшую АМА-сессию, скажем так, дружеский больше диалог. Вот, потому что все вопросы какие-то технические, серьезные, я уже скинул там АМА-сессию в канал в свой Бориса, он там все рассказал. Вот, захотелось просто вот так по-человечески поговорить еще разочек. Вам удачи, делайте нужную штуку. Как говорится, и делаем масс-адопшн, это самое главное. Спасибо, Влад. Я, наверное, пару слов тоже скажу, то, что мы избирательны в партнерствах и очень рады с вами коллаборировать, так что очень круто. Спасибо, что позвали. Будем рады дальше делать совместные коллаборации, ну и двигаться, а не что-то разовое, да. Супер, давайте делать тогда. Все, обнимаю, на связи, всем спасибо. И сейчас ссылочку скину все в сообщество Эйва. Пошли спрашивать вопросы интересные. Эйва проект, в котором стоит разобраться, вот, потому что вы все можете, в принципе, сказали. Потому что это инфраструктурное решение, которое нужно рынку. Вот и все. Их немного. Если взять вот мосты, те же самые кросчейны, их сейчас на рынке по пальцам. Кто победит, кто заберет на себя больше ТВЛ, ну, увидим. Спасибо. Пока-пока. Всем пока.